Если он хочет получить, опять же, тепло, то, безусловно, он должен обратить прежде всего внимание на то, какой мощности ему нужен отопительный прибор, и в соответствии с ним подобрать печь-камин, допустим. Соответственно, если он хочет обогреть соседние помещения, а очень часто это выясняется там, то есть чуть ли не на третьем этапе разговора с клиентом, он тут же меняет свое мнение: о, я действительно хочу с теплообменником печь, оказывается. Уже чуть не купил, а он говорит: все, с теплообменником, оказывается, мне она нужна. Раз он хочет соседние помещения обогреть, значит, ему нужна печь с теплообменником. Я бы порекомендовала людям обратить внимание на вентиляцию того помещения, в котором устанавливается камин. Потому что очень часто компании, которые ставят камины, считая, что это не их функция, не объясняют людям, что при открытом камине большое количество воздуха съедается, расход воздуха в это время приблизительно 360 кубов на помещение при работе открытого камина. И, безусловно, если это помещение небольшое, то для него большой камин, особенно с открытой топкой, не подходит. То есть вот такие вещи, может быть, наверное, действительно надо объяснять, но я уверена, что об этом говорят. А еще лучше это визит вместе с архитектором или визит на той стадии, когда вы только закладываете дом, для того, чтобы не делать ошибок и не переделывать то, что уже заложено.